общем, мы не туда поехали. Не дают проехать. Правила общения с оленями. Очень массивный, не могу захватить его сразу. Самое большое деревянное здание в мире. Здесь очень красиво, прямо как на картинке. Сегодня мы едем в Нару смотреть на оленей. Пока вот мы по линии, у нас есть даже прямая линия ходит от нашего дома до Нары. И едем. Погода, в принципе, хорошенькая, тепленькая. Классно. В общем, мы не туда поехали. Мы приехали, поняли, что мы не туда едем. Там оказалось, одна платформа отправляется в два разных места, там и в аэропорт, и в Нару. И приехал поезд в аэропорт. Там даже было написано самолетик, но мы не поняли, что он едет в аэропорт. Мы думали, что это одно и то же направление, потому что аэропорт не тот, в который мы приехали, а другой какой-то. Но оказалось, что это два разных направления. Мы поехали в другую сторону. И сейчас будем ехать обратно. Но мы, по идее, не выходили, поэтому, в принципе, я думаю, сейчас не заплатим. То есть заплатим просто, как будто бы мы ехали с нашей станции, только очень долго. Мы там не пробивали ничего больше, потому что отсюда, я посмотрела, ехать там больше 1000, а с нашего места было 500. Мы приехали в Нару, и тут много людей, они вышли, все идут вот так вот примерно оттуда с входа и куда-то к оленям. Тут еще есть автобусы, можно на автобусе уехать. Но мы решили, что мы, наверное, сейчас прогуляемся, а обратно уже, когда будем уставшие, то поедем на автобусе. Да. А еще у нас денег, на самом деле, не хватало. Мы же, когда заходим, мы сразу не платим, а платим уже потом на выходе. И мы посмотрели, что нам не хватит денег, но были внутри. Настя попробовала пройти, да? Да, я попробовала пройти, и у меня закрылись эти ворота, такие оп, и сотрудник сразу начал мне махать. Я попробовала еще раз, другие, там они тоже закрылись. Сотрудник начал мне махать, такой сказал: ой, у вас не хватает, там 30 йен. И я такая: ой, хорошо, как так получилось. И там были автоматы, то есть внутри тоже... Да, автоматы есть даже внутри, и можно, мы туда накидали денег, и все. Кстати, сняло у нас 500, то есть то, что мы проехались еще на 1000 туда-обратно, это ничего не значит. Нас сняло только 500, то есть как изначально планировалось, как будто бы мы ехали с одной точки до второй. То есть оно никак, как оно следит, конечно, только если по времени, что мы катались не 20 минут, а час. В Китае такая же система, в принципе, то есть ты можешь хоть угодно, сколько угодно кружиться. А будем мы идти вот по такой улочке, такая пешеходная улица, конечно, машины немножко ездят, но вообще это большой проспект пешеходный для Японии, и там горы виднеются, вообще красота. А еще тут карта вот есть. И как обычно везде, много где пишут, прям магазин tax free, и все, и можно заходить, покупать, возвращать деньги. Пока мы идем в Нара-парк, зашли в Кофукудзи, смотри, будет опять бить. Тут очень громко бьют в колокол. Вообще такая площадь, это храм. И такая вот площадь. И мы когда поднимались, тут очень громко было, но сейчас что-то не хотят. Вань, давай. Ты достал монету? Нормально. Слабовато, Вань, слабовато. Это было громче. Ого, там, смотри, какое большое здание. Так похоже, как это типа собор, да? И она очень спешит, что мы не успеем к оленям. Не хочет заходить ни в какие храмы. Олени уже пришли к нам. Вот первые олени, тут еще до парка идти. Они уже гуляют. Хорошенькие. Все фоткаются с ними. Там вот храм Кофукудзи. Здесь рядом тоже какой-то большой храм. Там тоже можно было в этот купол ударить, колокол. А сюда, видимо, приезжают эти автобусы с группами. И вот сразу тут все стороны расходятся. Кто в храм, кто к оленям, кто куда. Ну а мы двигаемся дальше, в сторону парка. Тут написано, кстати, что да, это храм, и производится его реконструкция. Это вот храм, который тут самое основное, центральная композиция, сейчас скажу, как называется. Кофукудзи. Ваня, ты что, не боишься? Ваня уже пристает к оленям, да. Да не к нему. Медведя. Движению машин. Сейчас вот машинам зеленый горит, но олени ходят и не дают проехать. Аккуратненько, кто-то едет. Да, вот это проблема в Наре. Светофором
вход почти сразу, и здесь вот продают уже по 200 йен такие коробочки. Деньги спрятать. Сейчас у тебя печенье Всё. Меня уже покусали, байку подкусил. Вон, мокрая теперь. Ой, ну вы даете, конечно, пацаны. Нет, Да. нет. Ну вы даете. Дима, я тебя в капюшон положу, если Хорошо. что, не пугайся. Когда меня будут за капюшон трогать? Да, не садись, короче, никуда. Ты ошибаешься. Сейчас Яна всем все искормит. Говорили не задерживаться в начале. Но это нереально, если вместе. Нереально не задерживаться. Мгм. Ну пошли дальше, просто спокойно иди. Мне жалко байку, блин. Да вы... Да. Ее надо постирать будет. Вот так вот. В чем тут байка вообще? Я пожалела, что купила в начале эти печенье. Так-то запишите, в начале ничего не покупать. Вначале говорят ничего не покупать. Все, нет. Пойдемте. Ты собака. Ай, блин. Сейчас мы тебя накажем за это. Ты учит оленя. Наивный, он не видел, как Яна тут бегала. Теперь очередь Вани. Девочки, посмотрите, как Ваня учится убегать от оленей. Он не ожидает, что его могут боднуть сзади сейчас. Яна все отдаст. Да. Тебе хватит, отломил четвертинку. Тут есть национальный музей Нары. И здесь очередь вот прям такая длинная. Идет вон аж оттуда. И так вот сюда. И это национальный музей, там собраны всякие коллекции буддистские, манускрипты там с храмов и прочее. А еще, оказывается, Нара была столицей в 8 веке, там, что, наверное, 70 лет где-то, но тем не менее. А тут вот, кстати, написаны правила общения с оленями. Ну как, предостережение, что они все-таки дикие животные, быть аккуратным. А вообще, да, тут, конечно, хорошо бы иметь какую-то сумку, потому что спрятать в руках невозможно от них. Мы спрятали в капюшон. Мы вот. в капюшон положили. Не знаю, вроде пока никто еще не вытянул, но Они мне кажется, так далеко не чуют. вот так выглядят попытки сделать фотографии. Да, меня тут тоже докапываются до меня. Что ты хочешь? Больно? Ну, неприятно, это не больно, мне просто все теперь, блин, слюнявю. Да, и она просто не нравится, что все слюнявое. Меня уже тоже тут потягали за все места. Так что прям кусали, наверное, не было, но везде покусали. Еще у меня тут была застежка вот эта вот. Она висела, и они за нее все время наболтаются, они за нее пытались. Походили мы тут, погуляли, пофоткались. Короче, развлекаловка та еще. Особенно, когда они тебя бодают, кусают, тянут за вещи. Но в целом классно. Надо просто привыкнуть к этому и не бояться, что тебя обслюнявят. Или бодают, когда ты просто можешь сопротивляться ему, и все, и даже прикольно. Да, лучше, если наденешь вещи, которые не жалко, то, в принципе, и не страшно. Потому что, как бы, это не больно, но просто неприятно, что ты весь потом в слюнях и все такое. Да.
Ну да, они еще такие вонючие, когда если протрется где-нибудь с тобой, будет вообще не очень. Вот, ну дикие животные. Тут мы, короче, идем к статуе Будды, и тут такие ворота, очень, сейчас покажу, очень массивные, не знаю, как на камере, но в реале они здесь очень массивные и такие старые, деревянные какие-то, да. Тут как будто бы прям вообще деревья цельные, как будто бы стоят вон по центру. Сейчас подойду, сниму. Ступеньки такие большие. Вон, почти до колена. Мы подошли к Красным воротам, они закрыты, вход вон там. Очень много детей сидит, кстати, тут дети в разных шапочках, то есть, видимо, у каждого класса, каждой группы свои шапочки, чтобы различать. Здесь желтые шапочки. Ну, там очень много людей внутри, не знаю, пробьемся ли мы. Детей сюда водят исправно. Это и сейчас будний день, у них, наверное, такие школьные занятия. Вот в музей сходить, экскурсии в середине рабочего дня. А вон там красные шапочки. Зашли мы внутрь, билеты стоят 800. И еще можно было купить за 1200, еще плюс музей, но у нас никто не хочет ходить в музей, поэтому не пойдем. Да, мы подумали, мы сходим в Осаки в музей. Да, только в Будду мы сейчас пойдем. Еще хочу сказать, что людей, конечно, много, но очередь идет очень быстро, то есть все оперативненько. Так, оп. Ой, еще билеты проверять сейчас будут, ё-моё. Еще, представляете, здесь есть на русском языке вот QR-коды, сканировали, тут, в общем, история про каждое место, даже не только этой территории, но еще и ну, как бы вот этого храма, поэтому можно вот почитать, посмотреть. И классно, что есть на русском языке, то есть до этого русский язык мы не видели нигде. Сейчас первый раз, когда есть. Кстати, есть еще аудиогид, но он только на русском языке. Да, на английском только. Не, на многих других языках, но... Да, уж здание, конечно, очень огроменное просто. Если так посмотреть, то вот я даже не знаю, не могу захватить его все сразу. Вот. И я прям слышу внутри, как там дети уже, ну не то, что дети кричат, а в целом, сколько там гул, сколько там людей. Прям блюдно там будет сейчас, походу. Даже на расширенный объектив не получается его взять. Ну, его, собственно говоря, сам Будда. Такой тоже огромный. Интересно. Тут, короче, просто очень много разных Будд. Да, конечно, они большие, не спорю, но как бы смотришь вот так вот большие колонны, большие потолки. Ну, вот люди. О, тут миниатюра. Кстати, здесь, походу, есть один из храмов, который реконструируется, вот там, когда мы на самом въезде были. Потому что, ну, я так понял, здесь все-таки огромные. В целом, какая-то такая концепция везде наблюдается. Представляете, такое знала. Я начала читать эту брошюрку, которая на русском языке, и написано, что это является... Здание Будды является самым большим деревянным зданием в мире. Я загуглила, просто написала «самое большое деревянное здание в мире». И реально написано Тодайдзи. Это вот мы сейчас находимся, древний буддийский храм в японском городе Нара. Это самое большое деревянное здание в мире. Это вообще в шоке, как вот случайно мы пришли в самое большое деревянное здание в мире. Ну, оно реально деревянное, но самое большое, это вообще я в шоке. Ну, потом, когда будем монтировать, все равно будем проверять, да? Нет, я вот вам отвечаю. Вот, смотрите, самое большое деревянное здание в мире. Оп, Тодайдзи. Вот, а мы здесь как раз. Я не знаю, что еще проверять можно. А еще написано, что оно там несколько раз горело, но его типа отстроили в точно таком же размере. В 18 веке последний раз какой-то монах строил в точно таком же размере, как было до этого. Поэтому как бы вот оно идентично. Не знаю, понятно, насколько оно сильно сгорело. То есть последний раз его в 18 веке строили. Но все равно самое большое, ну, то есть оно не самое старое, там не самое такое, только самое большое. Что там?
Тоже всякие амулеты на удачу. Что ты хочешь купить? Я хочу купить эти амулеты бабушке на здоровье. Они очень любят такие штучки. Надо брать. Да. Я все еще в шоке, что это самое большое деревянное здание в мире. Ой, кланяется так мило. Давай еще раз. Вот такой у нас перекус. Мы едим картошку, девочки уже пиццу поели, и вон Ваня доедает. И, честно говоря, обед и завтрак у нас был такой же. Тоже мы ели спагетти, там такое все, европейскую еду. Не знаю, почему так получилось, мне стыдно. Просто в Наре не нашли ничего больше. Тут очень много такого вот. Да, более европеизированного. Везде заряжаемся, потому что, когда мы летели через Китай, у них на внутренних перелетах нельзя использовать пауэрбанки. Без специальной пометочки ЦЦЦ. Это какой-то новый стандарт они ввели. Поэтому мы без пауэрбанков ехали и везде заряжаемся. Нам не хватает никогда зарядки. Короче, было там снизу видна лужайка классная. И мы вот хотим сейчас подняться, посмотреть, что там да как. Закат, так сказать, встретить, если успеем. И идем. Не совсем понимаем, куда, но идем. Короче, вот мы пришли сюда. Такая площадочка здесь отдельно выделенная. Поэтому она такая классная, наверное. Ну да, там в основном трава. Тут газончик. Медведи, говорят, есть. Проход 150. Тут довольно-таки быстрый спуск, резкий. Мы поднялись наверх, здесь очень красиво, уже солнце садится. Олени тоже ходят тут, едят. У Яны съели билет ее на это место платное. Да. Ну, они вообще траву едят, конечно, но билетом тоже не побрезговали. Конечно, тяжело сесть, тут много всяких... Да. В принципе, в этом парке много всяких какашек, но здесь особенно. Надо ходить и садиться аккуратно. Но место красивое, да. Да, там, смотри, вдалеке такие прям горы, и как постепенно, типа, тени все больше и больше и больше становится туман. Прямо как на картинке. Мы возвращаемся уже домой, и тут заметили, что здесь есть luggage storage бесплатный, то есть, если что, можно здесь оставить чемоданы или что, вот. И еще сейчас мы идем, очень много людей идет назад, возможно, будут большие очереди, особенно на поезд, мы переживаем, что мы... Мы вообще хотели поехать на автобусе обратно, но мы посмотрели, какая там очередь, там уже очередь на автобус очень большая. Тут идти пешком, в принципе, 15-20 минут, поэтому мы решили пешком прогуляться до поезда, а потом уже посмотрим. Ну, там потом уже по-другому никак, поэтому будем стоять в очередь. Да, еще здесь есть такие зоны вот с едой, типа, если что. Не, ну тут, в принципе, тут на самом деле много разных кафешек всяких, но тут есть, да, какой-то фудкорт еще отдельный. Мы вот идем вечером, и тут олени воют почему-то. Очень странно, как будто скрип двери. Сейчас, может быть, еще завоют. Непонятно, почему так. Забавно, что в дикой природе их никогда не слышишь, ничего такого нету, потому что они очень боязливые. А тут они настолько смелые, что просто подают о себе знаки спокойно, даже не парятся. Днем они тоже так делали, но вот вечером почему-то это лучше слышно. Прям идешь, они постоянно воют. Вот мы сейчас говорим, никто не воет. Во, было.